Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец, на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз. Что случится до конца весны 2025 года? Что неожиданно произойдет? Что будет меняться в месяца март, апрель и май? Что ведет, возможно, к переменам и с чем это будет связано? Давайте заглянем с вами в будущее. Рассмотрим чуть впереди те события, которые с нами могут произойти. Сам же период весенний, более приятный. Мы всегда с весной связываем обновления или ждем каких-то хороших новостей, по крайней мере, настроение наше более воодушевлено. Мы надеемся на лучшее, строим планы, подводим где-то итоги не без этого. Словно была какая-то спячка или была какая-то пауза. Мы надеемся, что это, наконец, пауза закончится. Больше будет как ориентиров каких-то видно, или для нас какая-то ситуация прояснится тоже. Вот давайте с вами узнаем. И первая карта у нас будет называться так: что случится или в какой сфере жизни вам придется принимать смелые решения. Возможно, это перемены какие-то, которые будут на вас воздействовать именно так, что какую-то перерокировку вам придется делать. Давайте узнаем, что будет меняться неожиданно, какая тайна, может быть, откроется или информация придет. Именно это рассмотрим. Следующее у нас будет как событие ближайшего будущего. Мы достанем 3 карты. Как карты видят. И достанем еще 3 карты, которые будут означать события отдаленного будущего. Сроки все плавающие, потому что иногда событие ближайшего будущего может укладываться в несколько дней. И смело могу сказать, до 2 месяцев запросто, почему нет. Отдаленное будущее тоже тут у каждого по-своему. У одного это жизнь более активная, и хоть и объединяет один знак зодиака, а все же люди все разные. Поэтому, переложите на свою реальность, на реальность своей жизни, какие в целом на эти 3 месяца могут вас ожидать события. И следующую мы карту достанем. В чем риск? То есть, может быть, как сфера жизни, в которой вам нужно осторожным быть или при принятии решений. Что-то ж нам подскажут. Что вам придется, мои дорогие тельцы, адаптировать, организовывать, чему уделять внимание? И как карту совет, в чем придется, может быть, наводить порядок. Давайте будем с вами узнавать, что же случится или в какой сфере жизни вы будете принимать смелые решения. Но тут ни разу не про смелые решения, тельцы мои дорогие. Все сохраняем, называется. Четверка Земли нам, конечно, может говорить о чем? В целом благополучие, правда? Как эта девушка на сундучке, так и мы сидим, думаем, да ну его, ничего я тут не хочу менять. В принципе, меня все устраивает. Я уже от этих перемен устал или устала. Хочется, чтобы это все закончилось. Но и правда, многие из вас могут так и воспринимать, именно вы, мои дорогие тельцы, потому что Уран завершает постепенно свой транзит по вашему знаку зодиака. Уже летом он переместится в знак Близнецов. Но надо сказать, 7 лет в вашем знаке зодиака в первом доме гороскопа, который отвечает за вашу личность, Уран как раз и был. Если вы оглянетесь назад, то, пожалуй, многие со мной согласятся, что на самом деле за эти 7 лет события, может быть, внешние, которые так или иначе оказали на вас влияние, подтолкнули вас к каким-то новым решениям или отправиться туда, куда вы никогда не собирались. Есть и положительное что-то, но есть и то, что вас не устраивает. Наша жизнь, она без этого не бывает. То есть вы изменились. Но вот летом, когда Уран перейдет в Близнецы и начнет там уже где-то менять и трансформировать, то в вашем доме гороскопа во втором уже окажется Уран, и это будет касаться денег. Новая концепция денег, это точно. Новая концепция благополучия. Я могу сказать, что вы-то тут не очень тут хотите. Вам больше нравится то, что стабильно, понятно, надежно. Где-то хочется удержать. И как и благополучие, так и то, что у вас, знаете, как алгоритм отработанный. А все же Уран, он дробит, словно заставляет нас в разных областях деятельности участвовать. Или если мы про деньги, рассмотреть разные концепции прихода денег или разные концепции сохранения денег. Все же тут на сохранение. Могу сказать, что да, наверное, вот этот заключительный аккорд Урана, как раз он и придется на 3 месяца весны, такие самые полномасштабные,
когда вы можете задуматься, как и о том, каким образом вы будете сохранять деньги, например, или во что вы будете инвестировать, правда, если располагаете суммой денег, или вообще как на будущее, как система взаиморасчетов. Кто-то из вас, кто прежде не задумывался, может даже начать учиться в хорошем смысле, изучать криптовалюты, вообще, что это такое, откуда это взялось и с чем это едят. Правда, мы ведь не все грамотные. Кто-то, безусловно, грамотный, но в большинстве мы воспринимаем это как какую-то новинку. А тем не менее, вот такие новые энергии или системы взаиморасчетов могут буквально ворваться в нашу жизнь и заставят нас меняться самих, и будут менять, ну, где-то с позиции нашего благополучия. Нам придется перестроиться. Нам придется уйти от каких-то прежних методов. Вот, пожалуй, это нам хочет сказать карта. Но сохранять, понимаете, сохранять самих себя, то, что вам дорого, мои дорогие. Не делать ничего такого, что, ну, вам бы могло как-то помешать или навредить. Вам придется все время считать. Может быть, новая концепция подсчетов, кто его знает. Давайте я достану еще одну карту. Не совсем понятно. Итак, в чем же смелое решение будет состоять? Ну вот теперь, может быть, и понятно. Тут действительно тройка мечей– это когда мы хотим что-то сохранять. Мы не хотим от чего-то отказаться. Словно два ангела. Обратите внимание, в первой карте ангелов вообще нет. Вот в этой колоде не в каждой карте есть ангелы. Или есть один, а тут аж два. Поэтому тройка мечей– это всегда, я называю, карта здорового равнодушия. Но в этой колоде грусть. Так и прописано тристеца. И может быть какой-то, как потеря, и одновременно, как и с потерей, прощение. Прощение себя в первую очередь за предыдущие ошибки. Или у каждого свои, понятно, ошибки. Подведение итогов, мои дорогие, у вас весной идет, что очень символично. И март, середина апреля– это еще ретро-Венера, могут возвращаться и люди, как из прошлого. Вы сами можете в воспоминаниях где-то проигрывать прежние ситуации, думать, как изменилась жизнь, задавать себе вопрос, хорошо, куда же я дальше иду. Но так или иначе в этой колоде прописано выздоровление. Поэтому, наверное, два ангела где-то утешают. Вы примете смелые решения в том, что что-то не может быть продолжено. И что-то вы будете сохранять, а что-то неизбежно придется завершить. Того требуют обстоятельства, ситуация, высшие силы. Вот это самая перезагрузка. Наверное, все же даже тройка мечей, она будет отталкиваться от того, чтобы себе не навредить. Может быть, и что-то дорого любимо, нам знакомо, привычно. Вот, наверное, привычно– это наиболее правильное слово для двух этих карт. А тем не менее, прогресса нет, продолжено что-то не может быть. Даже если мы это очень хотим, оно как-то не согласуется, не идет в ногу с прогрессом, не идет в ногу со временем или не идет, ну, может быть, с конкретным человеком что-то не идет, не развивается, ведь и так-то тоже может быть. Давайте посмотрим, какая тайна откроется или что вообще неожиданно может меняться, что может происходить. Рыцарь кубков. Вы знаете, тут может быть у кого-то новое знакомство, но я также допускаю, что и возврат прошлых отношений в какой-то новой концепции построения отношений тоже. Но это если опираемся на планетарные транзиты, на Венеру, которая может вернуть те отношения, которые прежде по какой-то причине, ну, может быть, с вашей стороны, к примеру, да, тельцы, было много проделано каких-то попыток, а все что-то там не складывалось. Кто знает, может быть, Уран меняет не только вас. Он воздействует хоть и в вашем знаке зодиака, но он воздействует на любой из знаков зодиака, и поэтому это может касаться все равно партнерских отношений. Может быть, тот человек, которого вы знали, и прежде была дружба, но будет меняться. Значит, будет либо ваши дружеские какие-то отношения могут меняться на те отношения, когда особый интерес
познакомиться поближе или продолжить вашу историю будет у человека, я могу допустить, мои дорогие, что и вы сами тоже такую инициативу захотите продолжить с кем-то из прошлого. Или вы можете все же по рыцарю кубков, это у нас идет личная жизнь, поэтому вполне вероятно и новое знакомство. Но даже если возврат прежних отношений, потому что это карта романтики, это карта хорошего настроения. Поэтому какую-то тайну вы случайно можете узнать о каком-то человеке, с кем прежде вы не предполагали, что вы ему, допустим, не просто интересны, а ну вот как ваша душа, может быть, ваш характер, какие-то проявление, может быть, вашей надежности, вашей искренности. Но всегда по этой карте идет не только романтизм, да, или романтика, а еще и драматизм. Поэтому мы можем где-то драматизировать события. Мы могли прежде, вы, мои дорогие тельцы, драматизировать по, может быть, партнерские отношения были, да, и вы думали, недостаточно откровенен с вами партнер, или какой-то свой хитрый план задумал, вы могли кому-то не доверять, то есть, иными словами, драматизировать, хотя к этому не было предпосылок. Ну, возможно, какие-то длительные паузы или непонятные отношения, тут у каждого своя концепция. То вот здесь вот будет что-то выстраиваться у вас с большим пониманием в личной жизни. Давайте мы с вами откроем события ближайшего будущего, что же нам тут будут рассказывать карты. Девятка мечей, карта искаженного восприятия, карта конкретно инсомния. И это карта бессонницы. Это когда нам нужно открыть глаза. Всегда изображен человек, который не видит то, что происходит вокруг. Он смотрит вглубь себя. Вот что будет меняться? Может быть, это вы перестанете анализировать что-то до бесконечности. Сможете отпустить то, что ну, не имеет значения в реальной жизни. И негативные мысли, кстати, по этой карте конкретно и проходят. Мало того, волнение. Волнение и негативные мысли, а на самом деле и бессонница. Вот конкретно 3 момента таких прописаны. Поэтому мы можем сомневаться, мы можем что-то обдумывать, может быть, часто в подобное психологическое как бы воздействие на нас, как вот обстоятельства, мы впадаем в то, что мы начинаем сомневаться и в себе, и в человеке, и в том, что у нас получится осуществить какой-то план. Поэтому, мои дорогие тельцы, могу сказать, в ближайшее будущее от того момента, как вы смотрите видео, некоторую работу над собой вам нужно проделать, потому что искаженное восприятие. Я хочу вас пригласить на свой сайт «Преломление реальности». Есть такая статья. Вы можете перейти на мой сайт либо из описания к каналу, там есть ссылка, или можете через вкладку «Сообщество». Но мы идем дальше. События ближайшего будущего. Для кого-то из вас это переезд. Все же карта звезда. А еще нам говорят, сияйте как звезда. Время быть популярным, уделить внимание своему имиджу, своей популярности самой по себе, чем бы вы ни занимались. Если вы работаете даже, допустим, по найму, значит, сделать свой труд каким-то особенным. Может быть, сломать о себе стереотип, мои дорогие тельцы. Если у вас на стереотипах строится все отношения между людьми, вы изменили имидж, и постепенно происходит магия. Вас видят окружающие в какой-то другой, в другом измерении, в другой картинке, с другим вообще восприятием, потому что наша внешность на самом деле это то, как нас люди оценивают, и вот это первое ощущение или первое восприятие, оно остается на годы. И, может быть, вы придете к выводу, что пора мне менять шаблон о самом себе или со мной, самой себе. И это, безусловно, карта вдохновения. Карта веры, надежды и удовлетворения конкретно от того, что мы приложили правильные какие-то усилия. И больше, конечно, эта карта будет говорить о выборе правильного направления лет на 10, на 20. Что-то вы тут будете менять в своей собственной концепции построения благополучия. И для кого-то это благополучие будет означать работа на самого себя, потому что первая карта у нас денежная. Каким образом я могу работать на самого себя? Или каким я образом могу работать из любой точки мира? К примеру, так. Работать, может быть, и на дому. Для кого-то этот сам по себе дом будет перемещаться в другую страну или просто в другую местность. Вы можете собираться в одно место, а в конечном итоге
пересобираться как бы куда-то в другую местность или в другую, опять же, страну. Или вы захотите менять жилье, к примеру, да, в ближайшее будущее, потому что, ну, какая-то, может быть, и тайна у вас открывается, да, ну, тайна, насколько тайна? Вы могли этого просто не видеть, не замечать, потому что вы были на глубине собственных мыслей. Вот, может быть, почему первая карта и выпадает. Хватит, тут ненужной философии, телец, потому что у тебя на кону твое благополучие на долгий период. И если вы эту загрузку производите, то буквально ваша жизнь действительно с правильной ноги начинается. Вы смотрели вглубь себя, а теперь это, по сути дела, горизонт. И вы понимаете, ну надо же, передо мной вообще мне ничто не мешает. И вот это как открытие, как внутренний инсайт, он настолько кого-то из вас может, ну, потрясти от того, что прежде мы понимаем, мы сами себя загнали как в какую-то ловушку, или мы сами себя ограничили каким-то ходом определенных мыслей, или когда мы думали, что ну нет, что-то не получится, перед вами открываются новые перспективы. И вот смотрите, я делаю наш прогноз практически в конце февраля, да, но где-то вы уже с марта месяца можете вот эту перезагрузку ощущать. Да, это внешние события, которые вам помогают отстроить совершенно новую концепцию благополучия. Это дважды, трижды даже, мои дорогие. Очень люблю эту карту. Посмотрите, туз земли или туз пентаклей. Нам изображен ребенок, мальчик с книгой под мышкой. Для вас какое-то изучение, обучение, новые, может быть, технологии, они приводят вас буквально к процветанию. Понимаете, процветание. И здесь, как и возможность учиться, все то, что я говорила по первой карте, я не повторяю. Это карта ваших ресурсов и карта ваших возможностей. Идти вперед нужно, но с новой концепцией или с новыми планами, или оценить как-то правильно ту реальность, которая у вас в вашей жизни сейчас присутствует. Меня смотрят люди из разных стран. Обучение, безусловно, проходит, потому что изображен ребенок. Ну, может быть, и изучить что-то онлайн или бесплатные курсы, но где-то не застревать вот не вот в этой тройке мечей, да, выздоровление, оно должно пройти. Ну и также вот в том, что не имеет уже никакого значения. Нет смысла, мои дорогие тельцы, устраивать себе какой-то, ну, сеанс самокопания. Здесь самое главное быть реалистом. А вы и реалисты, мои дорогие. Ну, может быть, какие-то сложные события вас достали буквально, мои дорогие тельцы, правда, и заставили себе сомневаться. Вот я о чем хотела сказать. А здесь уже нет сомнения. Здесь уже какая-то перезагрузка внутренняя, что да мне это попросту надоело. Это самокопание. Теперь я иду вперед. И эта карта говорит, что ты будешь изучать. У тебя как новое построение, допустим, вашего бизнеса или личного дела, или вторичный доход. Вы что-то изучаете, в последующем вы прикладываете это на практику. Пусть это у кого-то решение, я буду строить карьеру, а прежде вас устраивала какая-то прежняя должность, да, но все равно перезагрузка, она у вас происходит. И это в событиях ближайшего будущего. Поэтому, может быть, несмотря на то, что период ретроградной Венеры вам дает время как-то себя или себя самого увидеть, или свое положение в обществе, или себя, может быть, в мире, да, если мы говорим о вашей популярности, о вашем процветании. Среди вас много людей публичных или людей, которые занимаются творчеством своим. Тогда самое время, мои дорогие, делать свое имя, делать себя. События отдаленного будущего. Давайте посмотрим. Получение каких-то документов важных я вижу так. Может быть, это у кого-то из вас середина апреля, может быть и май. Такое тоже могу допустить. Опять же, сроки все условные, плавающие. И опять нам карта говорит, это ученик или учащегося карта. Мы продолжаем учиться. И у нас уже все условно готово. Мы продолжаем то, что вы выбрали как себе в план своих действий. Поэтому тезис-план, мои дорогие тельцы, март, апрель, май, распишите. Или поставьте перед собой даже 3 плана. Но это не значит, что вы в 3 стороны сразу идете. Нет, вы пробуете себя в одном деле. Или, к примеру, я говорю часто, план А, план Б, план С. Я занимаюсь одним, пробую себя, допустим, в новом деле или в каком-то новом направлении, или то, что я хочу осуществить. И дальше я смотрю, если это срабатывает концепция, или вот этот ваш план, ведь правда, когда нам что-то
мы говорим по судьбе, перед нами и двери словно открываются, или люди нужные встречаются. И часто бывает наоборот, когда мы чувствуем, как заблокированы себя. И кто знает, может быть, в этот период времени нам судьба говорит, а тебе туда не надо. И ты туда, может быть, через какое-то время попадешь, или через какое-то время у тебя будет еще больше этих возможностей. Но именно сейчас в другое направление ты, телец, посмотри, и там ты добьешься быстрее и больше каких-то для себя плюсов. Поэтому план А, план Б, план С. Если одно не сработало, переключились на второе, на третье. Тут себя пробовать в чем-то надо, потому что нам два ребенка. И если сначала один ребенок, второй уже как бы молодой человек, подросший, да, это мы как поднимаемся на следующую ступень, но продолжаем, тем не менее, учиться. Иногда просто паж Земли будет говорить в этой колоде конкретно получение документа, какого-то важного сообщения или важного решения. Но это карта радости. Поэтому вас что-то порадует в отдаленном будущем. Что-то вы сделали не просто так. Вот посмотрите, все же деньги, да, от начала до конца. И тут деньги, и вот все у нас практически про деньги, и хоть и девятка воды, но это карта эгоиста, я ее так называю, тем не менее это наше желание, конкретно мечта и счастье. Да, это в этой колоде, но часто это опять же про деньги, про концепцию финансов, про построение собственного благополучия. Здесь у кого-то может перемежаться как и личная жизнь, но и финансовое или материализм какой-то, который присутствует в жизни каждого из нас, это как основа, это как база, это наши тылы в конечном итоге, если вы хотите. И вы не можете это пустить на самотек, мои дорогие тельцы. Поэтому, может быть, и вот такая первая карта, четверка земли, да, ну, мы спросили, а что случится? А тут нам говорят, что да не, ничего не случится, это ты тут должен что-то сам и изменить себя, вот, перестроиться некоторым образом. И это для вас важно, потому что в последующем, словно пространство Вселенная, вам дает возможности качественного иного уровня жизни. И это очень важно. Вот как наши мечты сбываются, когда мы становимся счастливыми. И это в отдаленном будущем. Поэтому, кто знает, вторая половина апреля-май для вас, ну, вообще волшебно. Фантастика. Кому-то нужно уделить внимание, и личной жизни тоже. Может быть, по девятке все же соединить и возвышенное, и земное. И то, что вы хотите создать или скреативить, мои дорогие. Тут у каждого по-своему, ведь правда? Ну, один просто ходит на работу или не ходит никуда, а сидит и ждет. И такие тоже есть среди вас, я это знаю. А другой постоянно ищет какие-то новые возможности и сам по себе непоседа. Тельцы разные, это правда. И я бы сказала, больше даже вот этот китайский гороскоп или астрология восточная, который делит тельца на знаки или месяц дракона и месяц змеи. Вот месяц змеи это уже получается майские тельцы, мои дорогие. И здесь, понятно, больше наблюдения. Это уже вторая и третья декада, да, ну так если в общем, это где-то с 6 получается мая. Так вот там больше наблюдения, больше спокойствия и неспешности. А те, которые первая декада, самые первые числа, мои дорогие тельцы, там дракон, там все бушует и горит, там немножко вы другие будете по мировосприятию, по вашей активности даже вы можете быть другими. Но тем не менее, возвышенное и земное вам придется соединять. В конечном итоге это новое качество жизни. И здесь у кого-то создание семьи может быть, или, может быть, переезд, мои дорогие, с семьей, или построение отношений, продолжение, может быть, отношений, дружбы какой-то, которая может перерасти во что-то большее. Но и материализм никуда не денешься, он тоже в этот период весенний для вас присутствует. Тут, наверное, как Венера. И Венера это не только про любовь, Венера это еще и деньги. Вот ваша планета вам дает как и популярность, как и возможность адаптироваться, отстроить новое качество жизни, новое благополучие, так и в целом быть счастливым, быть радостным, потому что здесь в десятке воды у нас идет конкретно семья и любовь и радость. Давайте посмотрим, в чем же риск. Нулевой аркан в этой колоде называется мечтатель. Не шут, не дурак, а именно мечтатель, мои дорогие. Поэтому мечтать нужно, потому что в самые сложные периоды жизни, когда иногда так бывает,
у нас все рухнуло, и мы понимаем, нечего хранить. Ну вот, наверное, хранить самих себя и свою мечту нам только остается, потому что нас мечта буквально окрыляет, вдохновляет. И это начало, кстати. И поэтому какое-то начало и вера в собственные силы, и главное, возможности. Ваши ресурсы, вы очень ресурсны, но будьте внимательны, в чем риск. Конечно, оступиться тут как словно ангел вас охраняет, это да, но, видимо, высшие силы хотят, чтобы телец был счастлив. Это первое. Но второй момент. Мы сами себя должны беречь, мы сами должны не плашать. И поэтому, прежде чем приступить к какому-то новому плану, сохраняйте, да, четверка Земли нам будет говорить как раз о том, чтобы мы что-то просчитали, не действовали наобум. Ну и здесь у каждого по-своему, опять же, тельцы разные. И если вторая, третья декада будет просчитывать, то первая может вот так бесшабашно куда-то и сорваться с места в карьер. Ну, теоретически, по крайней мере. Но это уже как перезагрузка, мои дорогие. В чем риск? Мы можем и, кстати, чрезмерно удерживать наоборот. Это тогда наоборот будет вторая, третья декада Тельца, когда я ничего не хочу менять, а тем не менее жизнь вокруг нас меняется, и в какой бы стране мира вы ни проживали, я думаю, вы со мной согласитесь. Идти в ногу со временем, у вас две карты, как по нарастающей, да, маленький мальчик, а потом уже постарше молодой человек. Но вот как-то осторожно, очень правильно, но это то время, когда у вас могут мечты сбываться, а мы можем подумать, нет, я боюсь перемен, я ничего не хочу, и вы упустите какую-то возможность. Давайте мы с вами узнаем, следующая карта, что вам придется адаптировать, организовывать, идти в ногу со временем, колесо фортуны. Вам сама фортуна. Посмотрите, второй старший аркан. Мечта, если мы говорим, или мечтатель, начало, вера в собственные силы и возможности. То здесь сама фортуна, так и прописано. Прогресс и изменения, перемены. У вас одно вытекает из другого. Если ты допускаешь, телец, что мечты могут сбываться, значит, ты и увидишь вот это колесо фортуны, которое для тебя словно будет прокручиваться наверх. Не упустить возможности всегда, когда выпадает эта карта. И посмотрите, нам представлены как 10 ангелочков, 10 возможностей. Но, понятно, в 10 сторон мы сразу не пойдем, и 10 делами мы не будем заниматься. Но начиная что-то одно, такое жизнеутверждающее, вы в последующем кардинально меняете качество жизни. Я об этом говорила. То есть одна сфера жизни у вас начнет меняться, а следом за ней пойдут добрые перемены. И это внешние события. Идти в ногу со временем, я не случайно это сказала. Подмечать все то, что происходит вокруг вас. Правильно анализировать обстоятельства в вашей жизни. Правильно анализировать информацию. Но вообще держать руку на пульсе, чтобы не упустить его величество случай. Время, опять же. Здесь нельзя долго мешкать. Иначе сегодня возможность есть, если мы говорим о возможности и прогрессе, а мы отложили что-то на потом, а завтра этой возможности попросту нет. Адаптировать себя к новой реальности, если мы говорим, или организовать свою жизнь как-то по-новому. Давайте откроем карту «Совет». В чем, может быть, придется наводить порядок? Ну, шикарно. Удивительный период жизни у вас может быть и очень такой значимый, когда вы эту весну запомните надолго. На кону будет стоять ваше действительно благополучие. Но это когда сказку можем сделать былью. И девятка земли, опять же земля или пентакли нам говорят о том, что вообще это процветание. Это изобилие, по сути дела, когда мы остаемся довольны. Но, тем не менее, совет уделить, опять же, внимание финансам. Так или иначе, к финансовой составляющей вас разворачивают словно все карты. И чего бы ни касалось, ведь личной жизни тоже, да, правда, нам сказали, мы с вами проговорили по Венере. И для вас открывает, мои дорогие тельцы, весна, время возможностей. И март, может быть, и апрель, и май стать таким очень продуктивным периодом жизни. Но есть риск, мы можем задержаться вот в этом искаженном восприятии того, что, может быть, на начало марта нам может что-то не нравиться. Или мы не готовы к тому, чтобы увидеть реальность таковой, какая она есть. А от этого будет зависеть вашего благополучия. По сути, в этой колоде девятка пентаклей или земли означает новое качество жизни. И поэтому, если мы в совет, телец, у тебя на пороге иное качество жизни. И ты сейчас делаешь выбор.
Может быть, вам придется куда-то быстро собраться отправиться. Может быть, вам придется, скорее всего, нам об этом говорили, как сломай шаблон или имидж, мы с вами по карте звезда. Тоже это проговорили. Но, может быть, вообще действовать так, как вы прежде день действовали. Вам придется, ну, решиться, может быть, на важный шаг в вашей жизни, а прежде вы ничего подобного тоже не совершали. У вас уже было как-то так размеренно, уверенно, запланировано, понятно, а здесь все может меняться с ног на голову, правда? Но для вас это будет фортуна и шанс, чего вам нужно не упустить. И после этих перемен организовать и отстроить как-то по-новому. Перемены, они начинаются с нас самих, когда мы внутренне к ним готовы. Вот, наверное, вот эта внутренняя готовность– это основа вашего благополучия, потому что 2025 год в целом это год адаптации. И адаптации к внешним условиям, потому что 2026 год огненной лошади может принести разные перемены. И чем лучше мы эти тылы отстроим в 25-м, тем больше мы себе скажем спасибо или чаще в 2026-м. И для вас это перезагрузка, я так вижу, именно весной. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.